Привет, мой друг. Ну и сегодня, как обычно, долгая дискуссия на тему того, почему, как и зачем отношения выстраиваются с девушкой. Я тебе уже говорил много раз, что можно начинать с чаепития, с клуба, можно гулять по улице. То есть везде можно начинать, но самое сложное, как продолжать общение, то есть как продолжить общение с девушкой, что сделать так, чтобы ты ей был интересен. И это прошли, это разобрали тоже. В принципе, вопроса здесь нет, просто нужно быть более эмоциональным и ярким. Момент третий, когда чего-то не хватает, а чего понять не можешь, как быть здесь. Все упирается в девушку, а когда она получает то, что хочется, она тебе говорит, вот как все это классно, здорово, красиво, великолепно, и ты живешь, кайфуешь, радуешься. То, что ты такой красавчик, у тебя все на мази, ты там чики-пуки, и там и секс есть, и отношения, и ласка, и любовь, и забота. Но бывает, когда все это превращается в обыденность, и твой креатив куда-то пропадает. Пропадает желание общаться, ну, именно общаться в плане того, чтобы показать себя такой прям какой брутальный мачо. Ты уверен, у тебя есть секс, есть девушка, у вас все стабильно и нормально. Но она в глубине души все равно хочет эмоций, драйва. Ей что-то может быть, ее может быть что-то не устраивает или не нравится, но она боится тебе это сказать, потому что ты в ее жизни самый лучший парень, которым она дорожит. Она может как-то тебе намекать, может как-то не договаривать, какие-то говорить метафорами, но это нормально. Но зачастую она обычно молчит и делает какие-то такие очень короткие, маленькие намеки, показывая тебе, что, дружище, дорогой любимый, вот хочу я, чтобы ты себя вел так, делал это или сделал наоборот, а не как обычно делаешь ты. А ты начинаешь копать. Это я тебе просто говорю, потому что я эту ситуацию прожил. И начинаешь копать, но не копается, лопата тупая, даже может быть и совка нет, есть только один черенок. И ты думаешь, блин, вот вроде бы все нормально, но что-то вот как-то не так. Ответ прост. Тебе нужно стать более внимательным. Да, внимание здесь уделяется больше роль твоих отношений, потому что девушкам нравится внимательность к ее персоне, потому что она получает от этого внимания чувство наслаждения и удовольствия, что с тобой безопасно и стабильно. Стабильные отношения – залог успешных отношений в принципе. Так вот, чтобы девушку не докапывать, почему, объясни, я не понимаю, я тупой, я тугодум и всякие еще эпитеты, метафоры, успокойся. Ты можешь сделать все гораздо проще. Есть очень уникальный способ понять, чего ей не хватает и чего тебе нужно дать ей, чтобы отношения еще стали крепче и стабильнее. Открой ее социальные сети. Да, дружище, именно там она тебе ставит намеки в подсознании, думая, что рано или поздно ты откроешь страничку и прочтешь какую-то цитату, ее мысль, какую-то сделаешь она какой-то сделала репост, ты прочтешь это. И все это применишь на себе. Она никогда тебе не скажет напрямую, хочу так, сделай это, потому что мне так интереснее и комфортнее. Она просто будет улыбаться, целовать и обниматься, но она будет думать, когда ты это поймешь наконец-таки. Ну и в помощь тебе соцсети. ВКонтакте, в Инстаграме, где еще, Фейсбук. То есть, такие самые 3 популярных сети, где обычно обмен постами, этими репостами и так далее. То есть, внимательно изучи каждый пост. Вспомни ситуацию, которая была похожа во сне, и сделай сравнение вашей ситуации и этого поста. Посмотри, как она
То есть посмотри, когда она его разместила, и вспомни, что было у вас в этот день, вспомни, чем вы занимались, вспомни, как она, может быть, у нее в этот день изменилось настроение, может быть, она в этот день какая-то была другая в настроении, другая в поведении, в реакции. Вспомни, потому что в этот день она тебе выложила, а ты, сука, не прочитал. Понимаешь, ты не прочитал это, и в итоге все ее мысли коту под хвост. Она пытается донести до тебя важную информацию, может быть, даже слегка исправить, но, как показывает практика, ну, опять-таки по себе, нахера все эти посты, контакты, соцсети, общение вживую. Но девушкам удобнее общаться именно донося свои мысли, какие-то свои желания, ценности через именно репосты. Есть куча групп ВКонтакте, которые делятся очень мудрыми фразами, там, какие-то мудрыми мыслями, и она выбирает тщательно, чтобы было похоже на ваши отношения. Она может потратить весь день, она не сдаст, и все-таки эффект будет в том, что она найдет тот пост, который будет идеально вписан в ваши отношения. И здесь главная задача прочитать, подумать, вспомнить, и потом, как бы невзначай, начать себя вести так. Как будто ты не читал, ничего не знаешь, но ты сделал выводы, и ты готов меняться. Поверь мне, для девушки это будет самый ценный подарок, который она получала от тебя. Это желание измениться для нее. Здесь начинаются отношения, когда она тебе намекает, а ты это берешь и разжевываешь, проглатываешь. И начинаешь делать какие-то шаги постепенные для изменения ситуации в целом. Поэтому, когда у вас какие-то есть недопонимания в отношениях, какие-то скандалы, проблемы, ты не понимаешь, как жить дальше, как быть в этой ситуации, открой контакт, открой Инстаграм и просто прочитай мысли. Поверь мне, я не читаю социальные сети, но когда бывает просто я смотрю аккаунты других девушек, одни аккаунты просто наполненные там негативом. Вот расстояние бросил, надежда потеряла, рухнул мир. И можно понять, какое сейчас у нее настроение в душе, чего она хочет получить. А бывает, что девушка пишет, вот там тусовки, гулянки, всякие крышесносы, фейерверки, фонтаны, салюты, другие моря и острова, и океаны. У нее в душе кипит праздник. Можно с ней не общаться, и можно с ней просто написать ей сообщение, исходя из ее внутреннего мира, из ее карты. Говорить на ее словах, на ее видении этого мира и как бы слиться с ее чувствами и потом вести диалог, исходя из ее настроения, из ее отношения к миру или окружающим людям. Поэтому, когда у тебя нет варианта действия отношений с девушками, твой самый лучший и надежный друг – социальная сеть ВКонтакте, либо сеть Инстаграм, либо Фейсбук. Поэтому вот прямо сейчас, если у тебя есть какие-то вопросы к девушке, но ты не понимаешь, чего она хочет, открывай контакт и начинаешь трудировать все посты, анализируй фотографии, анализируй слова, запятые, дату, когда она разместила это, вспомни, что у вас там было, и поверь мне, у тебя после этого действия, после этой работы останется вопросов на 70% меньше, чем было. Они не говорят прямо, они намекают, и ты должен понимать намеки везде, где есть она, где сидит, общается, она тебе докажет, она тебе пришлет то, что ей нужно, но прямо не скажет, а скажет это так, с другого дохода. Поэтому, дружище, читай посты, люби читать посты и люби читать их ежедневно. Ну, чтобы у тебя было четкое понимание того, к чему все у вас идет и какое отношение к этому процессу. Поэтому все. Удачи, читай, наслаждайся и хорошего тебе вечера.